Так, злобный бультерьер рычащий. Сёма здесь Мурчащий, мурчащий. но не мешающий. Добрый день, друзья! Эти 4 орхидеи я вам показывала ровно месяц назад. Это детки на пеньках орхидеи и одна орхидея с цветоносом из точки роста. И тоже выпустившая детку. Давайте посмотрим, что произошло с этими орхидеями за месяц и какой сюрприз мне преподнес один из пеньков орхидеи. Это взрослая орхидея, цветонос был и есть из точки роста. Детка появилась, и с мамой она растет достаточно крупная, но орхидея, почувствовав в себе силы растить не только детку, пробудила еще одну спящую почку и выпустила цветонос. И посмотрите, какое ожидается цветение. Она активно наращивает бутоны и очень активно растит детку. При этом умудряется растить, вот отсюда будет видно, растить корни. И в горшке тоже. Вот такой прогресс. За месяц вырастает такая большая детка. Здесь детки поменьше, но они тоже подросли. На этом пеньке я показывала совсем крохотную детку, которая только-только зародилась от этого пенька. И вот за месяц 2 листика, правда нет пока корней, 1 листик с каким-то повреждением, но не могу сказать, то ли он рос и надломился, но, может быть, покусали и коты, но вряд ли. Ну, в общем, что-то произошло, и здесь появилось небольшое повреждение, но при этом не мешает это повреждение детке расти активно и дальше. Очень внимательно наблюдаю за деткой орхидеи лунная серенада. Постоянные зрители канала помнят, что первая детка на этой орхидее, вот она погибла. Я уже хотела выбросить этот пенек в отчаянии, но забыла это сделать, отставила подальше. И через месяц увидела новую маленькую детку. Растет активно, очень активно. Появился 3-й лист, но корней пока нет. А это орхидея, которую мне прислали из Санкт-Петербурга. Один из моих подписчиков. Сначала неплохо росла, потом очень быстро вся развалилась, но сразу появилась детка на этой орхидее. И вот это первая детка. Но как же я была удивлена, когда увидела вторую детку на той же самой орхидее. Причем она растет откуда-то из глубины, и вот этот листик первый, он был закручен в грунт. Мне пришлось отодвинуть грунт для того, чтобы дать возможность этому листику раскрыться. Но, видимо, потому что этот листик был свернут, она сразу начала растить второй лист. И как интересно, вот детки на этих 2 орхидеях начали растить одновременно. Ну, с разницей в 2-3 дня. На этой орхидее, на этой детке корней нет, но более крупные листья.
А на этой листья помельче, но посмотрите, 2 корня. С одной стороны и с другой стороны. Как же все орхидеи растут по-разному. Может быть, для кого-то сложен полив этих маленьких орхидей. В каком были состоянии эти орхидеи, когда я вам показывала их месяц назад, посмотрите, пожалуйста, видео. Ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, чтобы было заметно разницу в росте этих малышей. А поливаю все 4 орхидеи одинаково. Ну или почти одинаково. В горшках, где находится кора, это еще покупной грунт, я поливаю по краю горшка. А эту орхидею, пересаженную в керамзит, я наливаю воду внутрь горшка и даю постоять не полчаса, не час, а минут 15, потому что листья у малышки еще маленькие, и много воды она не испаряет. Но сейчас, по прошествии месяца, я буду их поливать не только водой, но и удобрениями. Также чередовать поливы. Один полив с удобрением, другой полив без удобрения. Единственная разница, вот эти горшки с маленькими детками я не замачиваю, а также поливаю по краю горшка, но не столь обильно, как взрослую орхидею. Совсем немного смачиваю корни. Потому что тот же самый принцип. Листики маленькие, орхидея забирает воду листьями из корней мало, потому что маленькие орхидеи. А как взаимодействуют листья и корни орхидеи, есть видео, в котором я подробно об этом рассказываю. Ссылку на него я оставлю в правом верхнем углу экрана. Пусть малышки растут и развиваются, и после Нового года я их вам опять покажу. Посмотрим динамику роста этих орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.